Всем привет, друзья! По традиции воскресный поиск, традиционный поиск тайника. Воскресный поиск выходного дня. Собрал, короче. Поиск тайника выходного дня. Короче, сегодня воскресенье, и я еду искать это. Локация ожидает быть интересной. Там какой-то аэродром поблизости, я не знаю, заброшенный или действующий. Я посмотрел, так пробежался по заданию тайника. Вот. Там стоят самолеты, как выставочные, старые какие-то. В общем, прогулка, велотурчик обещает быть интересным. И кетчи, тайник обещает быть интересным. Тайник сложностью 1,5 звезды. Наклонюсь поближе к камере, чтобы было меня хоть как-то слышно чего-то. Сложностью 1,5 звезды. То есть тайник не сложный. Я должен, по идее, быстро его найти. Чего не скажешь о предыдущем тайнике, который я искал. Ездил на прошлые выходные, на позапрошлые выходные. Ездил искать, он там 3,5 звезды сложности из 5. Я его близко не нашел. Мы вчера были по делам в Хёфнере. Я говорю, давай зайдем, посмотрим по координатам этот тайник, который я не нашел. Может, я что-то упустил, потому что написано, там даны координаты, типа, приедьте, присядьте, завяжите шнурки на этом месте, по этим координатам. Я в прошлый раз присел, завязал и ничего не нашел, ничего не увидел. То есть там надо по этим координатам найти какую-то подсказку. На полу там просто пожухлая трава, листья. До земли даже не доберешься. Может, там что-то вкопано в землю, но это нереально. Это все переворошить. О, жулик. У меня проблема с опой, как обычно. Вот. Еще как подсказка дана еще в этом задании. Напомню, тайник называется «Страхи, переживания, проблемы, знак вопроса». Как подсказка даны рисунки таких квадратиков с разноцветными полосками. То есть желтые, синие, красные, зеленые полоски. Это похоже как на тельняшку. Я забил в гугле. Ничего не выдало, кроме русского варианта, что это цвета различных тельняшек, различных видов войск русских. Все, и больше никаких наводов. Но вот идея с тельняшками, это уже что-то. В общем, мы вчера там были, в Хёфнер заезжали, и там по месту я еще раз спустился по этим координатам, опять ничего не нашел. Кроме вывески, в прошлый раз там только оттуда видно хорошо вывеску Хёфнера. Тут я еще посмотрел, Ира мне сказала, тут еще, кстати, вывеску видно с того места Макдональдса, Ханза-центр, там KFC. Ну, это все KFC, Макдональдс, это как-то вообще не серьезно. Поэтому мы зацепились за Ханза-центр вывеску. И это интересно. Это может быть зацепкой, потому что Ханза — это объединение, старое объединение приморских городов против разбойников, против пиратов. Вот. А где пираты, где море, там тельняшки, там разные города, разные гербы, флаги. И может быть, это все были цвета каких-то тельняшек, ну, что-то так слишком их много, потому что там действительно большое разнообразие этих полосок в задании, и столько уж разных пиратов и моряков в то время, я не думаю, что было. Хотя хрен его знает. Ну, вполне может быть, что у каждого приморского города, там, типа Любек, Хамбург, Висмар, была своя какая-то символика, своя какая-то тельняшка. В общем, будем копать в этом направлении, посмотрим. Почитал я комментарии к этому заданию, к этому тайнику людей, которые уже нашли его. Вообще ни одной зацепки. Все пишут как один, что было очень сложно. Некоторые писали, что там не могли спать по ночам, все раздумывали над заданием. Один написал, что вообще 5 лет думал над этим. Но в конце концов все так или иначе раскусили. И меня это прямо
задевает. Я думаю, блин, да что же я хуже других, елки-палки. Надо думать, надо какие-то варианты обдумывать. Мы должны это сами. То есть есть вариант просто спросить тех, написать там последним 10 человекам, которые нашли, спросить хотя бы какой-то совет, хотя бы направление. Но, блин, так неинтересно. Так я уже делаю в конце, через 5 лет, если уже решу сдаться совсем. Пока что вот цепляемся за Hansa-центр. Вот, и будем гуглить, что там с Hansa-центром. Точнее, просто с Hansa. Так, что еще? Там, получается, еще задание, надо потом эти буквы из этого какого-то слова мифического, которое мы найдем. Скорее всего, так, как правило, так всегда делается, взять порядковый номер каждой буквы из этого слова и там поставить формулу. Там формула типа букштабы 1, букштабы 2, потом букштабы 3 минус букштабы 1 в таком плане. И всего как бы там 6 букв, 6 букштабов. А в слове Hansa их 5. Поэтому уже как-то получается. Центр. Блин, как-то центр. Как-то неправдоподобно. Не знаю, в общем, надо гуглить и смотреть все, что связано сейчас с Hansa. Вот в этом направлении. Ну, я так на изи. То есть я не спешу, я уже был там 2 раза на этом месте. Мне кажется, я конкретно на месте ничего не упустил, кроме этих 2 вывесок. Хёфнер и Hansa-центр, там больше ничего нет. Я вчера все обыскал. Хотя всегда остается вероятность, что что-то упустил. Таки вдох там что-то было. Поэтому всегда такое остается еще сомнение, проценты. Я все обсмотрел, там ничего нету, 100% зуб даю, а сам внутри такой, блин, это могло что-то быть под травой внизу. Ты же ее не всю раскрывал, не всю ворошил. Там под листьями могло быть черти что вообще. Ну признайся, ты же не все теребонил вот так в сторону отодвигал. Но всегда остается процент, что что-то упустил. Ну посмотрим сейчас на этой неделе. Фьюши, первые смены дневные. По вечерам буду гуглить, что там к чему с Hansa. Буду отрабатывать эту версию. Еще, друзья, вы заценили, какие у меня новые очки? Это просто какая-то бомба. Реально, это я не могу нарадоваться. Я заказал просто на бум, на Алиэкспресс очки. Они еще полароидные, или как это называется. Они меняют цвет в зависимости от интенсивности солнца света. То есть вообще я заказывал прозрачные очки, потому что мне нужны прозрачные очки для велосипеда, чтобы не сохли глаза. Потому что я еду 2-3 часа на велосипеде, это ветер, потом приезжаю домой, у меня глаза вот такие шарные, красные, воспалившиеся. И, соответственно, мне нужны были очки. Лучше прозрачные, чтобы можно было утром, вечером, зимой, когда солнца нету, ездить нормально, а не как дурак в черных очках, когда нету солнца, когда ночь на дворе, и ты такой в солнцезащитных черных очках едешь. А эти поляроидные, они меняют цвет, они по сути прозрачные, не знаю, как они сейчас выглядят, я их сегодня вообще первый раз одел. Они меняют цвет. Сейчас, внимание, самое главное, в чем весь прикол. То есть таких очков хватает, бери, покупай, не проблема. Они стоят 5 евро. Они охренеть как четко сидят. Они четко выглядят, они меняют цвет, и они стоят 5 евро. Всего-то навсего. Я последние свои очки для велосипеда, для велотуров купил в прошлом году в Токамаксе, типа фирменные. Ну как в Токамаксе, типа ты покупаешь фирму, и так как это Токамакс, там ты можешь купить подешевле. Они меня давили, они жали, мне тут пережимали мозг просто пополам. И в результате они навернулись, поломались, я в них отъездил 1 сезон, и им наступил капец. Прикол в том, что я заплатил за них, я не помню точно, 30-40 евро. Это уже со скидкой, типа. А эти пятерку, ребята, пятерку. Их можно просто менять. Их
просто можно менять. И там выбор на Алиэкспресс просто гигантский. Разные формы, какой хочешь. Я, короче, 2 пары купил. Эти сидят вообще волшебно. И вторые, они такие уже, и они слишком узкие и давят на голову тушки. Тоже стоили 5 евро, тоже полароидные. Вот. В общем, я подумаю, там, где я эти купил, еще парочку разных заказать. В общем, очками я мега доволен. Все, друзья, еду. Еще осталось недолго до тайника. Слушаю книгу. До связи. Все вот хорошо, кроме зимой, когда едешь на велосипеде, кроме единственного момента, шапку на эти наушники и на очки не натянуть. Ну, то есть натянуть, конечно, но вот здесь получается вот такой ветер такой гуляет и туда задувает, а если натягиваешь шапку пониже, блять, эти наушники куда-то выворачивают. Короче, бесит меня эта вся история, туда ветер там гуляет, вот это вот торчат вот такие уши, потому что эти наушники, они вот они оттопыриваются, блин. Короче, беда какая-то, катастрофа, проблема. Другие наушники, у меня есть четкие наушники, которые такие тастовые, я рассказывал о них, они с шапкой просто начинают с ума сходить. Начинают, просто включаются, выключаются сами по себе, делают громче, тише, перематывают куда-то, потому что шапка дотрагивается, и все, и они живут своей жизнью. Один включается, другой выключается, наоборот. Короче, надо иметь стальные нервы, чтобы в них ездить на велосипеде. В общем, херня. Вот и очки, вот эти дужки поднимают шапку, и наушники. Короче, шапка не прилегает плотно, и мерзнут уши. И это, конечно, грустно. Ну ладно, что делать. Въезжаю к тайнику, осталась буквально 1 минута. Вот, план в карте. Еду вдоль аэропорта. Самолеты, к сожалению, не стоят, они в ангарах, походу. Я хотел пофоткать их, но не судьба. Все, Циль Эрайхт. Тайник где-то здесь, друзья. Я его уже даже проехал, похоже. Так, я на месте, читаю задание тайника. Я вот чуть без очков плохо вижу вблизи. Короче, тайник называется TB Hotel Flugplatz Bart.
Здесь написано, здесь вы находитесь на историческом месте, где когда-то был Хайнкельверк. Какой-то Хайнкель производство. Хейнкель производство. Что-то знакомое, кстати. Можно загуглить. Хайнкельверк. До середины 70-х годов был место Феркерсфлюгхафен. Какой, короче, Феркерсфлюгхафен, это что-то промежуточного... Не знаю, что это. Ну, короче, я понимаю, что это, не перевести не могу. Короче, здесь был в 70-х годов аэропорт. До 90-х годов тут был аграрфлигер. Тут, аграрные самолеты базировались. Сегодня, между прочим, тоже используют этот аэропорт Бундесвер, военные, для учений. Ну и, собственно говоря, все. И написано, что тайник в дереве находится. Сейчас мы сверим еще раз точные координаты, потому что деревьев, как вы видите, здесь много. И их все не обыщешь. Мне надо точные координаты посмотреть. Вот сейчас увеличим и пойдем искать. Так. Удаляемся, значит, в ту сторону. В ту сторону. Ну, в общем, это здесь. В общем, я проехал 20 километров, вообще ничего не почувствовал. Я сейчас поеду еще километров, наверное, верну туда в сторону Штральзунда. Так, ну мы на месте. Судя по следам и по деревьям, вот это дерево более подходит, оно более ветвистое, стволистое. Здесь вокруг еще тоже показатель, это тропинки, как люди вытоптали. Если есть какие-то тропинки, значит, это, скорее всего, тайник будет там. Ну и, собственно говоря, тайник здесь, друзья. Как я говорил, это простой тайник для тех, кто иногда удивляется, где-то почувствует в сетях, и они говорят: как ты 5 раз ищешь и не нашел? Вот я пошел и шел сразу вообще. Вот я тоже пришел и нашел сразу, потому что это легкий тайник. У него сложность и доступность звезда или 1,5 звезды. Это значит, что ты приходишь, чуть-чуть поискал и нашел. А все тайники уже от 2 звезд. Это уже сложные тайники. Там надо решать какие-то задачи, рецели, искать, гадать, ломать голову. Этот тайник относится к простым, традиционный, простой тайник. Открываем. Собственно говоря, меня спрашивают, что ты там находишь, что в них находится. Ничего в них не находится. Люди иногда ложат какие-то, вот, например, 112, Тукан Слевенретен. Это просто как такая рекламка, как ты можешь спасти человека. Все такое, надо позвонить в 112. Чиита тоже. Какие-то дети. Холланд. Аус Холланд. Кто-то был. И его ник, и телефон. А нет, это 28 июля 2019 года Леон 127 был здесь из Голландии. Собственно говоря, здесь ничего, как правило, нету. Здесь есть логбук, книжечка, тетрадочка маленькая, где надо заполнить данные, когда ты его нашел, этот тайник, твой ник. Собственно говоря, и все. Дату и твой ник. Прикол в том, чтобы его найти. Не что-либо найти, типа внутри там сокровища, бриллианты, там все. А что ты там нашел? Да блин, да что можно найти? Ну это все фрайвиллик, это люди просто, чтобы прогуляться, чтобы порешать какие-то загадки, чтобы найти, просто найти сам процесс, друзья, сам процесс, не что-то сокровище, блин, ну какого хера я положу туда, блин, 1000 евро или кусок золота слиток, если это все фрайвиллик, если я с этого не имею никакой, кроме шпаса, выгоды. Разумеется, там ничего не будет. Этих тайников в эту игру геокэшинг играют миллионы людей. Она по всему миру. Это только для нашего русского брата непонятно. Это типа,
Как? Там нету бутылки водки или 1000 евро или золотого слитка. А зачем тогда искать? А спроси любого немца, что такое геокешинг, они все знают. И это меня просто удивляет. Я на работе, у меня такие немцы, из которых, ну, блин, по ним хрен скажешь. Ну, мужики мужиками, блин, не знают, что такое геокешинг. Многие даже искали, пробовали. Наш брат вообще не знает, что такое геокешинг. Я смотрю в Фейсбуке по хэштегу геокешинг, я просто король геокешинга. Если задать в Facebook геокешинг, вываливаются только мои посты, фотографии, видео. Все, там иногда люди еще там разовые акции предпринимают. Там смотришь пост 2018 год, 2017 год. О, мы искали геокешинг, тайник. А вы знаете, что есть геокешинг такой? Все остальные посты в Фейсбуке мои. Просто я пощу на русском, а это никому не интересно на русском, потому что, ну, менталитет такой, нам это не интересно. Нам вот интересно нажраться, бухануть, рыгануть. Нет, я что-то так вижу. Не знаю. Я ищу сейчас ручку. К сожалению, ничего не получится. Я потерял ручку. Не знаю, как это приключилось. У меня здесь в сумке уже черт ничего пока нет. Пауэрбанк, нитель безживущий, беззараживающий на голову. Эта штука, чтобы снимать экшн-камеры, это тоже для экшн-камеры, пару протеиновых ригелей, провода, ключи. И главное, ключи еще не потерять. Да. Где-то я в этом небольшом хаосе, хотя здесь реально все нужно. Здесь нет ничего, чтобы не нужно было, блядь, не нужно ключей. Курсы, ключи были в кармане, карман открытый, короче, как обычно, рассеянный с улицы бассейна. В общем, я потерял ручку, либо она где-то в шупин выпала, либо я ее потерял. Поэтому, пускай уж мне теперь поверить на слово, тайник я нашел. Пока я лазил в сумке, я нашел пару протеиновых ригелей. Сейчас буду их коммерчить. Заполнить бук не получится, поэтому придется им кому-то. Это никому не надо, это никто не будет проверять. Это чисто для себя. Опять же, возвращаясь, что, для чего, зачем, кому. Просто для себя люди делают. Никто это не проверяет. Всем насрать, нашел ты, не нашел ты, отметился ты там, не отметился. Это просто для себя. Ты пошел, погулял, поехал на велосипеде. Прекрасно провел время, нашел, заполнил. Для себя поставил галочку, что нашел 100 тайников, 200, миллион, 1000. Это все делается для себя. Никто тебя не вынуждает, не просит. Никто с этих тайников, эти тайники люди прячут вообще фрай-вилик просто, потому что они тоже играют, потому что им это приносит шпас, и они понимают, что чем больше тайников будет, тем игра будет интереснее. Поэтому люди просто так, ничего, ни копейки не имея с этого, делают, прячут эти тайники, создают страницы. То есть надо все описать, координаты точно запеленговать, и потом периодически наблюдать за этим тайником. Может быть, книг уже заполнился полный, может он промок от дождя, надо поменять, может вот эти выкинули. Все что угодно должно быть, произойти с тайником, и люди делают это абсолютно бесплатно. И если кто-то думает, что это какие-то там 3 дозы спрятанные, блин, по всему миру миллионы игроков. Вы не поверите, это колоссально имеет размеры. И тайников только в моей округе я задал, чтобы не соврать, радиус от 20 километров от дома выдало около 1000 тайников. Вы только вдумайтесь. Я живу далеко не в центре Германии, далеко от большого города. И только в моей округе около 1000 тайников. 20 километров от дома. А теперь посчитайте по всему миру. Вот так вот, друзья. Что-то я завелся, да? Кушаю фригель свой. Всем хорошего дня. Заехал в Барт, и тут в Барт, оказывается, такой себе городишко прямо. Я-то думал, мы все время Барт проезжаем по побережью, а он немножко вдали от побережья ОЗ, Балтийского моря.
В сам Барт мы никогда не заезжали. А здесь, оказывается, такой есть мемориал. Здесь нашли, здесь в 45-м году проходил Тудемарш. Я уже рассказывал, это когда немцы заключенных гнали, когда они уже проигрывали войну, и они гнали заключенных на север страны. И я что-то не пойму, здесь был тоже Тудемарш или нет. В общем, здесь, я так понимаю, здесь было вообще место kleine Gedenkstele auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers. То есть здесь был концентрационslager. Здесь 56 заключенных нашли. Здесь убили 56 заключенных. В 1955 году их нашли, захоронили, а в 1963 году еще нашли 113. Вот. И захоронили на улице Аугустбургской штрассе. Я не знаю, это эта улица или где. Но в общем здесь, так понимаю, еще вон есть какие-то Манмаль концентрационslager. Это назывался Манмаль. Интересно прочитать про него. Никогда не слышал. Манмаль концентрационslager здесь был. Поближе. Поближе. Не знал. Вот что значит на велосипеде катаешься, вот даже по округе своей. И каждый раз находишь что-то новое. Ты на машине всего этого вообще не видишь. А пешком добраться сюда не можешь. Но когда на велосипеде, я вот удивляюсь. Я думаю, ну что уже в этот раз-то, господи, я сниму что новое. И я каждый раз нахожу что-то новое. Может, это интересно только мне и больше никому. Но этого уже достаточно. Этого уже достаточно. Вот такой вот мемориал. И там какие-то прямо вон бетонные глыбы. Не знаю, может это как-то еще с концлагеря осталось. Вот такой вот мемориал. Вот такое вот дерево. Это все еще строили при ГДР, когда здесь были советские войска. Вот. Здесь прямо такой люк. Можно войти туда. Там лестница. Аль, ты что, это туда можно было подняться? А сейчас вот туда не залезешь. Вообще никак. Я бы залез с удовольствием. Вот тут фамилии жертв. Все они известны. Обалдеть, как вообще вот как это опознавали этих жертв? Представьте себе, прошло 10 лет со войны. От трупов ничего не осталось. Они же не выкидывали вместе с ними документы. Как они их опознавали? Не понимаю. Блин, здесь был прямо контракцион. Как-то не могу выговорить. От какого слова? Вон 45 хер. Ровен 180. Здесь 180 человек. Сейчас надо выключить камеру и все это почитать, попереводить. Тут даже на русском написано, здесь покоятся 180 из 200, из 2000. Антифашистов 18 европейских национальностей. Они все погибли в концентрационном лагере, пав жертвой погони за прибылями и концерна Хайнкела. Их смерть нас обязывает. Это странно написано на странном русском языке. Велосипед. Так вот, значит, они здесь заключенные работали на этом Хайнкель предприятии. И на его месте, на месте этого предприятия сейчас аэропорт. Велик поближе, а то я начинаю нервничать, когда его теряю из поля зрения. Хотя людей здесь нету. И вообще все это выглядит запустевшим и заброшенным. Ну вот, можно на русском читать. Тут вообще
на разных языках. Что ли? Да, на разных языках. Ну, в общем, здесь 2 года работали аттракционный лагерь. 2 года работало 2000 человек на этом предприятии. Хайнкель. Скажите мне, что они вообще выпускали Хайнкель? Знакомый Хайнкель. Знакомое очень название. И здесь похоронено 180 человек. Из 18 европейских национальностей. Меня еще интересует вон там, что за остатки. Может, это остатки лагеря? От стелы, вот там вот мемориал жертвам. Какие-то бетонные какая-то останки бетонные. Мне интересно, это останки от лагеря. Или уже более поздние. Хотя именно фашисты любили вот это вот. Такие строятся монументальные, такими огромными, тяжеленными. А это шведы. Это походу останки. Надо посмотреть прямо в интернете, что здесь было. Нифига себе. Не ожидал такого здесь увидеть. Маховская тайна. Знаете, вот следы истории со Второй мировой войны. Посмотрите на толщину этой бетонной плиты. И походу это все взорвалось, взрывали, потому что она как-то странно наклонена. Фига себе. Это все заброшено. Заброшенное видео, хотя вот рядом прямо дом живой, 5-этажный дом. И там дети играют на площадке футбол, баскетбол. А здесь рядом останки. Не могу слово это выговорить, контракционного лагеря. Офигеть. Надо почитать это слово, чтобы потом выговаривать. От какого оно получается? Концентрация? Концентрационного от слова концентрация, точно. То есть концентрировали людей-то. Вот такие вот плиты в хаотичном порядке. Ну это явно все взорвано было. Но толщина этих плит, конечно, поражает. Посмотрите. И это еще ничего. Вот это просто мегалит какой-то, что ли. Тут, наверное, какие-то укреп были, укрепительные какие-то оборонительные сооружения, потому что зачем для лагеря такие плиты? Охренеть, я просто в шоке с этого всего. Это даже никто никак не убирает, это просто убрать-то нереально. Просто сделали свинюшник мусорный и делают вид, что так городили было, не знаю. Вообще непривычно видеть цивилизованной Германии вот такие руины со Второй мировой войны. И это не то, чтобы о них-то никто не знал, или в лесу каком-то там дремучем. Нет, это прямо в городе, городок Барт. Прямо на Балтийском побережье Балтийского моря. Абсолютно живой городок. Вот там
пятиэтажные дома, и люди живут. Вот парковка машин. Вот, люди, которые в этих домах живут, вот они здесь паркуют свои машины. Вот, они стоят. И тут вот буквально вот в 10 метрах от дома руины. Вот такие вот наследия войны. И это, ну, мусор какой-то валяется тут. Деревья, поросло все. Ну, заброшенные, абсолютно заброшенные руины. Странно это все как-то видеть, вот честно, вот странно. То есть, если бы это было огорожено, табличка там, это типа вот остатки. Ничего, вот просто ходи, прыгай, вот тут жги костер, тут наверняка какие-то дети, молодежь тусуются, попивают пивасик. Нет слов как это. Но если бы это было загорожено и в таком виде, типа, и табличка, это руины того-то, того-то, без проблем. Но мы видим то, что видим. Это просто руины фактически в городе, никак не огороженные. Вот стекла, стелы, вот там мемориал жертвам, какие-то бетонные какая-то останки бетонные. Мне интересно, это останки от лагеря или уже более поздние. Хотя фашисты были вот это вот такие строятся монументальные, такими огромными, тяжеленными. А это шведы. Это походу останки. Надо посмотреть прямо в интернете, что здесь было. Нифига себе. Не ожидал такого здесь увидеть. Маховск как-то не поднять вот следы истории со Второй мировой войны. Посмотрите на толщину этой бетонной плиты. И походу это все взорвалось и взрывали, потому что она как-то странно наклонена. Фига себе. Это все заброшено. Заброшено в виде, хотя вот рядом прямо дом живой, пятиэтажный дом. И там вон дети играют на площадке футбол, баскетбол. А здесь рядом останки. Не могу слово это выговорить, контракционного лагеря. Офигеть. Надо почитать. И слово, что никто не говорит. От какого оно получается? Концентрация. Концентрационная от слова концентрация точно. То есть концентрированный где-то. Вот такие вот плиты в хаотичном порядке. Ну это явно все взорвано было. Но толщина этих плит, конечно, поражает. Посмотрите. И это еще ничего. Вот это просто мегалит какой-то, что наверное, какие-то были укрепительные какие-то оборонительные сооружения, потому что это совершенно лагерь.